Как азиатки стали красивыми? Почему азиатки такие красивые? Как это произошло? Кто виноват? А так ли это вообще? И для кого-то, как со всем этим знанием жить дальше? Красота по-азиатски. Немало людей, особенно мужчин, задает себе вопрос. Действительно ли азиатки красивые сами по себе? Или их привлекательность – лишь результат применения косметики и пластики? И, кстати, какие они на самом деле, симпатичные или так себе? Вопрос про красоту азиаток логичен, ведь женщины Восточной Азии славятся своей любовью к апгрейдам своей внешности. Однако ситуация намного более интересная и серьезная, чем кажется на первый взгляд. Вот насмотрится наш мужчина глупых подборок в стиле азиатки до и после мейкапа и приходит в ужас. Вокруг одна пропаганда, фейки, ложь и обман. Конечно, если азиатки радуют наше сердце и прочие конечности с экрана компьютера или телефона, тогда особой разницы как бы и нет. Но какая разница, сколько пластики у той заводной девчонки? Из фильма категории Hot Asian ситуация обстоит принципиально иначе, если мужчина с азиаткой планирует отношения. В этом случае от подборок до и после становится немного неуютно. А какая она на самом деле? В принципе, ситуация красавица плюс чудовище привычна и всех устраивает, особенно чудовище. Но что если в паре это он красавец, а она чудовище? Так что давайте разберемся в вопросе. Я так и решил забраться в дебри и нырнуть в мрачные пучины. Спойлер. Во всем виноваты египетские фараоны. Некий китайский правитель Дасинь, правитель царства Жоу. И Конфуций. Сладкие азиатки. Начну я, пожалуй, с дисклеймера. Героиня сегодняшнего разговора – женщины Восточной и Юго-Восточной Азии. Прежде всего, китаянки, японки, кореянки и вьетнамки. Не думаю, что остальные азиатки принципиально другие. Просто из-за сильнейшего влияния китайской культуры именно у женщин Китая, Японии, Кореи и Вьетнама наиболее интенсивно проявляются черты, которые мы будем сегодня обсуждать. Сама тема как бы подразумевает тщательное разглядывание сладких изгибов тел восточной красавицы, но не в этот раз. Потому что этот материал ни хрена не ода прекрасным азиатским женам, который счастливит любого неудачника. Я азиаток рассматриваю как жесткую противорасчетливую силу. Если мужчина морально не готов к отношениям с азиаткой, это как если ты выходишь на ринг драться, а противник приехал на танке. И я постараюсь объяснить почему. Подавляющее большинство мужчин к отношениям с азиатками реально не готово. Но сие не значит, что азиатки какие-то исчадия ада. Люди в Азии рассматривают самих себя, других людей и окружающий мир как средство для достижения целей. Но как бы юзать других мы всегда. Но себя, осознанно и расчетливо, далеко не все готовы к подобному мировоззрению. Если человек привык, что ему кто-то что-то должен просто так, что где-то есть халява, что существуют простые и легкие решения, с женщинами из Азии, скорее всего, не сложится. Яркая природа красоты. Почему мы любим красоту? Желание быть красивым и стремление любить красивое – не что иное, как отражение инстинкта продолжения рода. Красивый равно здоровый. Можно спорить сколько угодно, но именно так записано в наших генах. Стремление к размножению и продолжению рода – базовый инстинкт для любого организма. Посмотрим на Азию с ее буйством красок. Нужны особые усилия, чтобы на фоне яркой природы как-то выделиться. Птички и прочие зверушки в поисках партнеров для размножения нашли свою уникальную модель. Характерная для Азии бешеная палитра цветов окружающего мира нашла отражение во всей азиатской культуре. Людям и зверям пришлось пройти одинаковый путь. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Кто не принял решение, тот вымер. Продолжить род и передать генокод смогли только самые-самые. Самые хитрые, сильные, красивые и яркие. Именно поэтому в Азии для мужчин социально приемлемо пользоваться косметикой. И это не имеет никакого отношения к какой-то там другой ориентации. Мужчина вполне может носить яркую одежду и пользоваться косметикой, просто потому, что он хочет нравиться женщинам. Любопытное следствие. Сила азиатских женщин в красоте. Все люди разные, потому каждая женщина находит свою уникальную сильную сторону, которая привлечет внимание. И это неизбежно приводит к фетишизации, ведь фетишизм и есть влечение к деталям. Под влиянием культуры Запада нормы поведения и морали меняются даже в зацикленных на традициях странах Азии. Но местная сильная половина требует от прекрасной соблюдения традиционных норм поведения, а женщины назло носят все более короткие юбки. На эту тему мы обязательно поговорим отдельно. О да, обязательно поговорим. Стремление к красоте в Египте. Косметика как средство улучшения внешности известна с древних времен. Египтяне пользуются косметическими средствами уже в 4000 году до нашей эры.
Это были различные ароматизирующие масла, бальзамы и мази. Была популярна мазь на основе желтой охры. Ей натирались после купания и придавали телу красивый золотистый цвет. Важно, люди меняли свой естественный цвет тела, чтобы обозначить более высокий статус. Красота, отличие от всех и статус были неразрывно связаны уже тогда. У нас в генах обращать внимание на тех, кто не как все, кто не боится выделиться. Раз может позволить себе быть не как толпа, значит имеет высокий статус и подходит для продолжения рода. В Древнем Египте были известны тени для век, подводка для глаз, чернение ресниц и бровей, румяна для щек и краска для губ. И это, напомню, 6000 лет назад. Египетские царства в течение всей своей истории активно торговали по Азии и Африке. В сказках «Тысяча и одной ночи» 10 век нашей эры описываются караваны из стран Африки и Западной Азии, в сказочной Индии, полумифический Китай. Возили специи или оружие, драгоценности и ткани, предметы роскоши и быта. И, конечно, благовония, собиратели названий для товаров, к которым относились и косметика. Сказки описывают восточных красавиц с чернёными бровями и глазами, румяными щеками и алыми губами. В Риме и Древней Греции косметические средства тоже использовались, но уже не так широко. Римляне и греки предпочитали естественную красоту человеческого тела. Этот момент тоже отметим. И, кстати, греки высокой считали только любовь мужчине к мужчине, а женщины годились лишь для продолжения рода. Вспомним Олимпиады, на которых мужчины соревновались в полностью обнаженном виде, а женщины вообще не допускались. Любопытно, не правда ли? Стремление к красоте в Китае и Японии. В Восточной Азии традиция украшать себя возникла параллельно с Египтом. Мы не будем мериться, чья цивилизация старше. В конце концов, даже пятикамтропы были гораздо наряжаться. Несомненно, был обмен идеями и упомянутыми благовониями. Принципу «ты мне, а я тебе» столько же, сколько человечеству. Пришедший караван продавал одно и забирал что-то другое. Достаточно вспомнить, что Китайская империя через третьи руки активно продавала римлянам шелк. Китайский ученый Джан Хуа в книге «Естественная история» про эпоху династии Цзинь 3-4 века нашей эры рассказывает про распространенное сжигание свинца в виде порошка. Средство широко использовалось для красоты лица. С древних времен китайские наложницы использовали порошок ху, карбонат свинца, для украшения лица, так называемый дворцовый порошок. Применение порошка со временем приводило к падению волос и зубов и смерти от отравления. Но такое себе средство для красоты. Тут замечу, ртуть и свинец в качестве косметических средств были распространены во всем мире до недавних пор. Об опасности этих веществ ничего не было известно даже в XIX веке. Косметика и медикаменты с подобными ингредиентами были в ходу в середине 20 века и встречаются до сих пор. Записи о румянах и заметок о древнем современном Китае, времен поздней династии Тан, 7-10 века нашей эры. Они, румяна, были произведены из жоу и были выжимкой из сока красной орхидеи. Поскольку румяна производились в стране Ян, их также называют янжи. Трактат Ци Минь Яо Шу, написанный Цзя Сиксией из династии Северная Вэй, 4-6 века нашей эры. Для приготовления ароматного порошка в пудреницу добавляют больше гвоздик, которые обладают естественным ароматом. При дворе династии Цин, 17 век, начало 20 века, для предотвращения выпадения волос применяли традиционную китайскую медицину. То есть от ртути и свинца волосы выпадали, а лечили проблемы с надобьями, некоторые из которых были основаны на свинце и ртути. Ну ладно, зато китайцы при купании пользовались мылом. В это же время на другом конце планеты, в цивилизованной Европе, банные процедуры считались опасными для здоровья. Во времена династии Цзинь, первая половина 19 века, во всем мире стала известна косметика бренда Сефучунь. Эта компания продолжает работу в наши дни. Министерство торговли Китайской Народной Республики удостоило Сефучунь звания китайский бренд, освященный веками, и включило его в список 300 национальных ключевых защищенных брендов. В Японии гейши использовали измельченные лепестки софлора для изготовления помады для бровей, подводки для глаз и губ. В качестве основы служил воск, более мягкий, чем краски, которые использовали борцы сумо. Белой краской и пудрой покрывали лицо и спину. Обращаю внимание, мы опять видим традицию менять цвет своего тела, чтобы выглядеть не как все. Во время выпускной церемонии майка ученицы гейши чернили зубы огнем. Кстати, традиция чернить зубы в Древней Японии была чрезвычайно распространена и тоже являлась признаком элитарности. Косметика в средние века. Для большинства женщин макияж – то, что позволяет им выглядеть здоровее и моложе. Однако в средние века в Европе аскетическая христианская доктрина гласила: естественно, это шедевр Бога, искусственно это рука дьявола. Поэтому даже зеркало, как связанный с красотой объект, называли вратами в ад.
Если греки стремились к естественной красоте, то европейцы в средние века считали красоту в принципе порочной. В западном мире косметика стала вновь популярной лишь после открытия Колумбом Америки в 1492 году. И любопытна причина. Колумбова эпоха ознаменовалась не только великими географическими открытиями, но и началом всемирной эпидемии сифилиса. Те самые мушки на лице благородных дам и мужей – всего лишь попытка скрыть сифилитические язвы. Париками скрывали залысины. Румяна серым больным лицам придавали цветущий вид. Переболевшие оспой женщины при помощи косметики скрывали оспины. Кстати, про средневековую эпидемию сифилиса и ее влияние на отношения людей в современности у нас тоже будет большой материал. Оставайтесь с нами. Косметика в наши дни. До 20 века в западном обществе использование человеком косметических средств считали аморальным. О, эти греки! Однако Первая мировая война внесла свои коррективы. Одновременно с глобальной бойней произошел технологический рывок во многих сферах человеческой деятельности, не только связанных с уничтожением себе подобных. Началась эмансипация женщин. Мужчины во имя непонятных целей гнили в окопах и умирали от удушья во время газовых атак. Тем временем женщины стояли у станков и производили все на свете, от пулеметов, патронов, аэропланов, танков, подводных лодок, до продуктов питания и одежды. Роль женщин в обществе резко повысилась. Война закончилась, но с нее не вернулись миллионы мужчин. И женщины отказались оставаться серыми мышками. Быть яркой и красивой стало модно. Именно тогда женщины стали носить достаточно короткие платья и чулки. Ну, короткие по тем временам, конечно. Во время Второй мировой войны косметика для женщин западного мира уже была обычным явлением. Постепенно помады и духи стали символом независимости женщин, олицетворением демократии, западных ценностей, победы над тоталитарным миром. Собственно, сегодня яркий женский макияж – это вызов серости бытия. Интересно, что в течение 20 века диктаторы всех мастей пытались регулировать использование женщинами косметики, определять длину юбок и тип трусов. По всей видимости, женские трусы ни одному диктатору не дают покоя. Во второй половине 20 века крупнейшим в мире косметическим концерном стала французская компания L'Oréal. Азия знакомится с западным образом жизни и начинает свой прыжок тигра. И, конечно, европейские производители косметики не упустили перспективный рынок. Именно с этого момента слова «Париж», «мода», «Франция» у любой азиатки вызывают сладкую дрожь. В Азии эти слова являются символом красоты, стиля и успеха. Например, как Coca-Cola – символ американской свободы и западных ценностей. То есть для азиатов Париж и Запад – олицетворение красоты. Опять любовь к тому, что отличается. Тем временем западный мир в области восприятия человеческой внешности переживает очередное средневековье. Естественно, внешний вид и бодипозитив снова в тренде. Феминистические организации считают косметику орудиями женской пытки и принуждением к женственности. Западные женщины массово отказываются от косметики и требуют принимать их такими, какие они есть. Уверен, не только я в подобных трендах вижу попытку игнорировать общечеловеческое стремление быть красивым, которое более древнее, чем сама цивилизация. По большому счету позиция «и так сойдет» – ничто иное, как деградация. Ведь даже пятикантропы в пещерах используют средства для украшения себя любимых. Желание выглядеть красиво – неотъемлемое свойство человеческой натуры, характерно для представителей и Европы, и Азии. Внешность для женщины в Азии. В течение тысяч лет Китай влияет на культуру всей Восточной Азии. Культура некоторых стран так вообще вторична по отношению к китайской. Ох, только азиатам это не говорите. Поднебесная империя столетиями отправляла в соседние страны дипломатические миссии, войска и торговые караваны, наместников, чиновников и ученых, которые приезжали со своей свитой, женами и наложницами, правилами и обрядами. По всему региону распространились китайские стандарты красоты. Важно понимать, что влияние Китая в первую очередь культурное, во вторую очередь торговое и только потом военное. Мы, европейцы 21 века, точно так же испытываем сильнейшее культурное давление Китая. Когда Дасинь, король Чжоу, увидел миндалевидные глаза Даджи, ее персиковые щеки, ледяную нефритовую кожу, она ему очень понравилась. Король Чжоу полюбил Даджи, и он повиновался словам Даджи. Потому она всегда была яркой, красивой и нестареющей. Исторические записки Суэинь, книги царя Янь, Китай, 7-10 века нашей эры. Перед нами классическое описание канонов женской красоты. И в наши дни это стандарт для всей Восточной Азии. Интересен скрытый символизм цитаты. Персиковые щеки – речь не только про румянец. Персик – символ долголетия. Далее говорится, что женщина яркая, молодая и не стареющая. Причем особо подчеркивается, то был результат ее усилий. Красота не по случайности, но по сознательному выбору. Ледяная нефритовая кожа – наиболее ценный сорт нефрита – белый. Раньше изделиями из такого нефрита имели право пользоваться только императоры. То есть подчеркивается красота белой кожи, ценность женщины, которая достойна быть женой императора.
Белая кожа в Азии является символом статуса. Если у женщины белая кожа, значит они работают под палящим солнцем. Лед – это не только отсылка к белому, но и символ сдержанности, недоступности, элитарности и желанности. Для китайской культуры характерно маниакальное упорство все на свете описывать и каталогизировать. Потому до наших времен дошли тысячи подобных описаний, как должна выглядеть женщина, и всегда подчеркивается, что внешний вид для женщины – ее пропуск к лучшей жизни. Конечно, далеко не всегда женщины видели себя в качестве прислужниц для мужских прихотей. В истории Китая были влиятельные жены, которые вместе с мужьями реально управляли государством. Были императрицы и женщины-начальники. В примере про короля Дасини и его жену Даджи видно, что женщина при помощи внешности овладела волей своего мужа. Но чтобы мужчина слушал женщину, она стала для него красивой и желанной. Однако в романтическом тексте очень много нужно читать между строк. Речь не про банальную красоту. Автор говорит про убойную комбинацию внешности, манер, образования, обаяния, манипуляции мужчиной. Инструменты, которыми прекрасно владеют все женщины Азии, и конфуцианство ситуацию только усугубило. Конфуций и азиатки. Женщине положено быть послушной в 3 случаях ее существования. До замужества она должна слушаться своих родителей. Во время замужества она должна слушаться мужа. А если вдовеет, то должна слушаться взрослого сына. Мэнцзы, 4-3 века до нашей эры. Неконфуцианство фактически не изводит женщин до уровня бытовой техники. Смысл жизни женщины – выполнять желания мужчины. Своей воли и мнений у женщины быть не должно. Причина возникновения подобных воззрений вполне обоснована. Достаточно вернуться к только что рассмотренной истории про короля Дасини и его жену Даджи. Женские манипуляции. История Китая знает достаточно примеров, когда правители вместо решения насущных государственных вопросов занимались исключительно своими гаремами. Тем временем страной управляли хитрые наложницы или евнухи. У правителя могло быть несколько тысяч жен и наложниц. У каждой женщины был свой отдельный дворец. Во всех дворцах имелся штат евнухов, помощников, прислужников. Целая армия людей. Все для вселенского обожания величайшего правителя на планете. При этом император воспринимался как средоточие мира. Ему не нужно думать о низменных вещах, вроде налогов или наводнений. Обо всем позаботятся слуги. Задача императора – заботиться о благополучии вселенной и подписывать составленные министрами указы. В итоге империей руководили евнухи, которые подкладывали в императорскую постель правильных жен. И если евнухи и наложницы думали только о своем благе, а так чаще всего и было, рано или поздно империя приходила в упадок и начинались бедствия. А потом случалось кровавое крестьянское восстание, сметавшее императора вместе с его прислугой. Конфуцианские ученые анализировали взлеты и падения империй и писали многословные трактаты, в которых виновными называли женщин. Ну конечно, кто же еще? Правоносители к ученым прислушивались неохотно. Но кто в своем уме откажется от гарема в пару тысяч наложниц? Ради чего? Прокладки каналов и строительства дорог? Просто представим, сколько времени и сил нужно, чтобы просто уделить внимание целой армии жен. А ведь каждый пытался удержать своего властителя возле себя. И в ход шло обаяние, манипуляция, внешность, хитрость и ум. Императоры были заняты думами о вечном и своими гаремами. Я думаю, понятно, что конфуцианство с его заточенностью на рациональное управление государством к женщинам относилось не очень. Зато ученых слышали в массах, где идея «женщина должна слушаться мужчину» легла на благодатную почву. Хотя, конечно, все было несколько сложнее. Как говорили, мужчина правит днем, женщина ночью. Но в любом случае конфуцианские идеи устройства семьи и видение положения женщин меняли общество. Девочек ориентировали на то, что они должны реализовывать себя исключительно в семье. Занять в обществе значимое положение мог только мужчина. Парадоксально, но именно поэтому женщины свою внешность обаяния сделали оружием, которое совершенствовалось тысячи лет. Лепестки лотоса. В качестве характерного примера трансформации женской слабости в силу рассмотрим китайскую практику связанной ступней. Мужчинам нравятся маленькие изящные женские ступни. Вот вам. Женщины стали обматывать ступни бинтами. Традиция постепенно трансформировалась в так называемые лепестки лотоса. Начало традиции перевязки ног связывают с императорской наложницей Яоньян. В X веке нашей эры император Ли Ю из Южной Тан просил свою наложницу туго обмотать ноги белыми шелковыми лентами и станцевать. Танец был исполнен с потрясающим изяществом. Практика перевязывания ступней начала распространяться в аристократической среде. К XVI веку традиция стала чрезвычайно популярна и в среде простых людей, которые могли себе это позволить. Некоторые императоры пытались запретить обычай, но неизменно терпели неудачу. Ведь без перевязанных ног девушек просто не брали в жены. Прооперированные ноги стали символом высокого статуса. К XIX веку до 50% китаянок проходили эту процедуру. Среди аристократии эта цифра достигала 100%. То есть речь не про выверт больного воображения, как у тестосома. Перевязка ног была реально популярна во всех слоях населения.
Конечно, мы задаемся вопросом, как подобное можно назвать красивым. Однако мужья видели своих жен только в специальных туфлях и чулках. От мужей изувеченные ступни тщательно скрывались. А женщины терпели боль, все ради красоты. Длина ступни в 11 сантиметров называлась золотым лотосом. Сейчас посмотрите на эти ступни и представьте, до какой степени ломались ноги. Без специальных туфель женщины просто не могли ходить. Да и в туфлях каждый шаг причинял боль. От осложнений умирало около 10% девочек. До того, как в Китае к власти пришли коммунисты, несоответствующая стандартам красоты женщина могла сделать разве что сказочную карьеру проститутки или крестьянки. В докоммунистическом Китае была распространена практика многоженства, и женщина с лепестками лотоса становилась старшей женой, а женщины с уродливыми обычными ногами могли рассчитывать лишь на статус младшей жены. Бедные семьи, которые не могли себе позволить сделать дочери операцию, просто избавлялись лишнего рта, продавали дочерей любому желающему. И да, коммунистический лозунг «девочка тоже неплохо», запрет проверки пола плода беременной женщины, нынешняя нехватка жен в Китае и уже современная практика покупки жен и работорговля – все это следствие конфуцианского отношения к женщинам. Ремарка. На самом деле Конфуций к женщинам относился неплохо. Тут и везде речь именно про неоконфуцианство. Справедливости ради, надо заметить, что далеко не все приветствовали практику перевязывания ног. В 13 веке ученый Че Жишуй написал: «Маленькие девочки, которым еще не исполнилось 4 или 5 лет, которые не сделали ничего плохого, тем не менее вынуждены терпеть безграничную боль из-за того, что им связывают ступни и делают их маленькими. Я не знаю, какая от этого польза». Были общественные движения вроде Общества Небесной Ноги, члены которых клялись не калечить своих дочерей. Одним из достижений китайских коммунистов стал полный запрет практики бинтования ног. Интересно, но именно феминистки в конце 20 века в лепестках лотосов увидели позитивный подтекст. По их мнению, женщины с лепестками лотоса ощущали чувство власти над своим телом и гордость за свою красоту. Однако всегда необходимо учитывать традиции и культурный контекст. Практика не была бы популярна у миллионов людей в течение тысячи лет, если бы сами женщины не были бы готовы на подобный ад, и в итоге, если бы они достигали желаемого. Изувеченные ноги – плата за красоту и успех, стремление к успеху любой ценой. Потому современная пластическая хирургия и 20 слоев штукатурки – сущие пустяки. Все ради цели, таковы азиатки. Про лепестки лотоса со временем будет отдельная большая и жестокая статья с материалами из китайских источников. Также будет про то, как современные китаянки придумали еще более жуткие апгрейды. Длина шеи и карены. В других странах Азии не так много настолько терминальных примеров, как с лепестками лотоса. Китаянки прославились, да. Но есть еще один интересный пример – народность карены. Изначально карены проживали в южных провинциях Китая. Однако 3500 лет назад наводнения вызвали масштабные бедствия. Поля и дома были разрушены, произошла вынужденная миграция. В наши дни карены распространены по всей Юго-Восточной Азии, но больше всего их в Мьянбе и Таиланде. У каренов, особенно в племени Падаонги, до сих пор сохраняется традиция удлинения шеи. Девочкам на шею надевают латунные кольца, так называемые ожерелья-воротники. Со временем кольца добавляют, и постепенно шея становится зрительно длиннее. Правда, есть одно но. Шею невозможно удлинить. Конечно, при растягивании позвоночника межпозвоночные хрящи могут стать немного толще, но речь идет о миллиметрах. Потому зрительное удлинение шеи достигает за счет деформации плечевого пояса и смещения его вниз. Такова цена за красивую лебединую шею. Опять это стремление выделиться, и красота любой ценой. Азиатки и мотивация. Несмотря на то, что в конфуцианской доктрине крестьянин считается опорой общества, а его труд почетен, крестьяне во все времена стремились дать своим детям другую жизнь. Азиатский день сурка. Посадил рис, собрал рис, посадил рис. И так всю жизнь. Большая часть труда на рисовом поле ручная. Не зря пословица гласит: а рис половину времени растет в руках. Вот слова уже современного нам, китайского крестьянина, который в поисках лучшей жизни приехал в город. Лучше я в городе умру от нищеты и голода, чем продолжу свою работу в поле. Потому в Азии женщины свою внешность рассматривают как пропуск в лучший мир. Если выбор, не считая ли манипуляции с внешностью, азиатки не колеблются. А стандарты – белая кожа, красивые длинные волосы, тонкая фигура, привлекательная обвода тела и округлости в нужном месте, кукольная внешность. Женщины ради апгрейдов собирают деньги по родне, берут кредиты, идут работать на панель. История с ступнями в виде лепестков лотоса – страшный, но яркий пример того, как далеко в Азии готова зайти ради достижения стандарта красоты. Перед нами запредельная готовность изменять и улучшать себя. Все во имя достижения цели, успеха в жизни. Таким образом, красота в Азии – это не про внешность, это про характер и силу воли. В Азии озвучены идеи на уровне коллективного бессознательного. Уже давно девочка тоже неплохо. Женщина делает вполне неплохую карьеру, руководит компаниями и пилотирует боевые вертолеты.
Но на уровне генной памяти у женщин суровое упорство, мотивация на успех любой ценой. Внешность для женщины в Азии – инструмент жестокой борьбы за место под солнцем. Именно потому азиатки не предлагают любить их такими, какие они есть. Потому что всем на тебя плевать. Если у тебя нет статуса, цена тебе грош. Кстати, что касается карьеры. В Японии и Южной Корее женщины могут вполне официально не взять на работу, написав в отказе, что та не соответствует принятым в компании стандартам внешности. Так что азиатская бизнес-леди просто обязана выглядеть шикарно. Индустрия красоты и азиатки. В то время как в Европе говорят про бодипозитив и естественную красоту, в Азии женщины ради косметического набора от известного бренда готовы отдать последние деньги. А ведь в азиатских странах уровень жизни растет, есть реальный средний класс. Потому обороты индустрии красоты исчисляются десятками миллиардов долларов. Для создания ситуации просто представьте, у бесчисленного количества людей в течение тысячелетия формировалось мышление, что внешность это все. Причем внешность важна и для мужчины, тоже влияние конфуцианства. Из каждого тюга доносится мысль, для женщины внешность это ключ к успеху. Азиатские поп-идолы формируют привлекательные образы, которые показывают, как можно выглядеть, если лечь под ножку хирурга и купить косметические наборы нужного бренда. Конкурентное общество, где важно показать, что ты лучше других, звездная реклама дает потрясающие результаты. На улицах Сеула и Шанхая, Бангкока и Токио на каждом шагу рекламные плакаты предлагают расширить пределы возможного и повысить свой статус. Люди видят совершенство любимых айдолов, а те объясняют, как выглядеть так же. Принятые массовым идеалы, руководство к действию по их достижению и миллионы желающих стать как любимые звезды. Для нас любимая звезда – просто символ. Иногда мотивация, но не такого уровня, как в Азии. У нас далеко не все хотят быть как любимый актер или актриса. В Азии все иначе. Айдол – это лидер мнений, который двигает массы, четкие и конкретные модели поведения. Быть как айдол реально для любого. Нужно только. Это нокаут. Сопротивляться не может никто. И опять напомню про готовность платить любую названную цену. Кстати, теперь вы понимаете, почему азиатки носят настолько короткие юбки. Потому в Азии история женщины, которая полсотни раз легла под нож хирурга, вызывает не жалость, а уважение и зависть. По большому счету в Азии очень мало женщин, которые категорически против достижения пластической хирургии. Есть те, у кого нет денег на операцию. Цена красоты и успеха измеряется в китайских юанях, корейских вонах, тайских батах и японских йенах. Жестокая реальность, но это не хорошо и не плохо. Это данность. Азиатки и пластическая хирургия. Я достаточно подробно рассказал про лепестки лотоса и каренов с длинными шеями. Но что любопытного в области исправления несовершенства человеческого тела происходит сейчас? В Азии есть женщины, которые ложились под нож хирурга по 300 раз. Что-то они с собой поделали. Однако про банальное допиливание носа, изменение разреза глаз и увеличение разных женских округлостей как-нибудь в другой раз. Сейчас упомяну две операции, которые мне показались особенно интересными. Идеальный подбородок. Вернемся к идеальной красоте из истории про Досини и Даджи. По этому стандарту азиатская красавица должна обладать еще одним важным качеством. Подбородок и нижняя челюсть обязательно должны иметь форму заостренного клинышка. Если мы посмотрим китайские дорамы, то увидим, что абсолютно все актрисы имеют придающий лицу утонченность, заостренный подбородок. Азиатские мужчины, прежде всего актеры и айдолы, тоже делают эту операцию. Но что делать людям, которым не повезло родиться с банальным подбородком, как у всех? И, конечно, на помощь спешат хирурги. Под общим наркозом человеку срезают элементы нижней челюсти и формируют нужный профиль. Операция дорогая, сложная, опасная, имеющая много осложнений. Достаточно сказать, что лицензию на операцию имеют только крупные клиники, которые могут проводить реанимацию и вывод людей из комы. Звучит жутко, но если посмотреть спокойно, ведь процедура по имплантации зубов не намного проще. Просто мы привыкли к стоматологии. Невинность. Еще одна любопытная история из разряда их нрава можно назвать процедуру по восстановлению девственной плевы. При помощи нехитрых манипуляций женщина вновь становится девственницей. А этот товар в Азии до сих пор в ходу. Традиционное общество все-таки. Потому в Азии операция чрезвычайно популярна. В подпольных клиниках операция стоит очень дешево. Ценник стартует от $200. Нормальная цена в серьезных клиниках – $2000. Этот момент стоит знать покупателям азиатских жен, которые готовы доплатить за невинность. Всего за $200 азиатка будет невинной столько раз, сколько потребуется. Подборки до и после мейкапа. Я долго рассказывал про то, почему азиатки с тотальным тщанием относятся к своей внешности. Ну типа они старались, а мужчины с восторгом наблюдают за происходящим. Ты еще не фетишизируешь азиаток? На самом деле далеко не все мужчины в восторге. Конечно, для кого-то это банальная придирка. Другие боятся, что его ставшая слишком красивая подруга найдет себе мужика покруче. Ведь отпадная внешность – явный запрос на мужчину высокого статуса. Не все готовы соответствовать. Опять же затраты. Подруга трясет из своего мужчины деньги, придется больше работать.
И при чем тут покупка вьетнамских жен? Тем временем популярность набирают подборки, в которых азиатки показывают, как они выглядят до и после мейкапа. Google в помощь с запросом Asian Girl Before and After Makeup. В СМИ раскручиваются истории мужчин, которые развелись со своими женами из-за того, что после свадьбы те выглядят несколько иначе, чем до свадьбы. Считай, мужчины привыкли к накрашенным женам, а когда те расслабились, результат не понравился. Правда, подобная история выглядит как повод для развода, вида «я хотел развестись, но ничего лучше не придумал». Я же могу посоветовать относиться к подобным вещам проще. Подборки до и после – это просто еще один вид развлекательного контента. В реальном мире ни одна женщина не в состоянии ежедневно из гадкого утенка превращаться в лебедя. В конце концов, это просто очень дорого. Далеко не все женщины могут позволить себе тратить в месяц на одну только косметику по $1000. К тому же многое раз и навсегда решается при помощи пластической хирургии. То есть мы никогда не узнаем, как наша подруга выглядела до. На азиатских разделах Инстаграма и ТикТока популярны челленджи, когда девушки показывают свое умение перевоплощаться. Но как это соотносится с реальностью? Да никак. Опять же, блогерши и прочие модели не вполне настоящие люди. С ними в реальном мире мы вряд ли пересечемся. Девушки сперва рисуют кукольную внешность, а потом смывают краску, под которой ужас. Правда, чтобы показать тот самый ужас, девушки рисуют другой образ, уже страшилище, и делают нехитрый монтаж. А мы видим, как восточная сексапильная красотка превращается в чудовище. Просто это два разных образа, которые с реальным человеком имеют одинаково мало общего. Или вот еще вариант. Достаточно некрасивая девушка создает образ роковой красотки. Но что это доказывает? Просто обходи стороной девушек с избытком косметики, вот и все. Но внимательность так и понадобится. Ее придется тренировать. Но я же не обещал, что будет легко. Потому если твоя азиатская знакомая постоянно выглядит как кукла из фантазий, она или очень старается, или беги. Но в любом случае она что-то скрывает. И вообще, определи, чего ты хочешь. Если женщина заботится о своей внешностью, она пользуется косметикой. Абсолютно красивых моделей не существует в природе. Даже топ-модели выбирают за внешность, которая позволяет визажистам создавать подходящие образы. Не зря визажисты называют художниками по лицу. Но у каждого свои недостатки. Как выглядят настоящие азиатки? На самом деле, реальные азиатки очень, как бы так сказать, приятные и милые. И я опять про характер и манеры, а не про внешность. Все-таки вежливость, улыбка, доброжелательность и позитивная жизненная позиция в нашем непростом мире значит очень многое. Но чтобы хоть что-то понять, нужно много общаться с реальными девушками из Азии, путешествовать и знакомиться. И еще интересоваться культурой Азии. А для начала можно посмотреть на YouTube каналы, на которых выкладываются ролики формата «иду снимаю». Люди гуляют по городу, снимают на камеру все подряд, конечно, девушек. Каналов с прогулками по улицам Азии огромное множество. Я приведу несколько, а там YouTube в рекомендациях предложит их сколько угодно. По темам есть каналы с прогулками, показ достопримечательностей, СМР-контент, ночная жизнь. И самое интересное, где любят рассматривать азиаток. Япония, японки. Japan Explorer, волк, волк, волк. Маки, маки, волк. Южная Корея и кореянки. Just Walk. Фока, Сеул. Сеул, Корея. Фока. Китай, китаянки. China Street. Walking Tour. Chinese Street Shot. Посмотрите на реальных обычных людей и сами решите, нравятся вам азиатки или нет. Хотя узнавать людей по роликам на ютубе, ну такое себе. Поездки и общение, по-другому никак. Ну и помним, гарантия, что все будет окей, не даст никто. Так красивые азиатки или нет? Как мне кажется, вопрос по красивости азиаток возникает у мужчины, который не уверен в своем выборе. Человеку хочется новую игрушку, но при этом сознает, что цена вопроса велика. И тогда он ищет обзоры, как на авто или телефон. Или он ждет, что его будут убеждать и уговаривать? Я могу сказать одно. Тебе и только тебе платить по счетам. Потому выбор ты должен сделать сам. В нашей культуре есть строительное качество. Мы любим отдавать право выбора другим. И чаще всего этим пользуются проходимцы и нечисто на руку люди. Потому выбор нужно не только уметь сделать, но и уметь настоять на своем. Потому что обязательно бежит свора недоделанных, которые будут убеждать, что ты совершил ошибку. А уж они-то знают как лучше. Делай то, что считаешь нужным, в чем уверен. И будь уверен в своем выборе. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы фетишизировать азиаток. Есть за что. Делай, что хочешь, главное, не мешай жить другим. Но если ты планируешь отношения с человеком другой культуры, ты должен быть четко уверен, зачем ты подписываешься на этот проект. Моя позиция по поводу азиаток с их замороченностью на косметику и прочие улучшения проста. Выбирай девушку с естественными образами. Косметика в любом случае будет, просто ей не должно быть заметно. Чувство вкуса, стиль и мера. Если ты ее косметику не видишь, значит баланс соблюден. А в остальном расслабься и не задавай лишних вопросов. Девушки ради достижения идеала красоты готовы на очень многое. А там или забей, или оставь все как есть, или открывай кошелек. По большому счету, твоя задача найти женщину, с которой будет тебе хорошо, которая тебе нравится, и на которой вменяем количество штукатурки. Гадкий утенок из Азии.
Я не раз говорил, что у нас и в Азии стандарты красоты несколько отличаются. Из этого следует очень важный вывод. Твоя азиатская подруга может быть потрясающей, но она 100% будет считать себя некрасивой. Просто потому, что по их стандартам она считается не очень. Почаще говори, что она красивая. Это вообще-то любят все женщины, тем более азиатки. Конечно, она тебе не поверит, но ей все равно будет очень приятно. Ты даже не представляешь, как загораются глаза у девушки из Азии, когда белый парень делает ей комплимент. Про детей. Важный момент, о котором действительно стоит думать в контексте сегодняшнего разговора, это дети. И вот тут как раз все очень хорошо, хотя и непросто. Дело в том, что самые красивые дети получаются от смешанных браков. Да, детство будет сложным. Детям придется драться за свое место под солнцем. Но зато с большей долей вероятности они будут красивыми по стандартам любой культуры. Достаточно посмотреть на ТВ в странах Азии. Очень много ведущих, у которых родители явно из разных рас. Достаточно вспомнить, что победительницами конкурса красоты Мисс Вселенная становились девушки из Бразилии 2 раза, Филиппин 4 раза, Пуэрто-Рико 5 раз, Венесуэла 7 раз. Для всех этих стран характерна смесь самых разных народов и рас. В качестве примера Пиа Алонсо Вурцбах, Мисс Вселенная 2015, отец немец, мать филиппинка. Катриона Элиса Магнайон Грей, Мисс Вселенная 2018, отец шотландец, мать филиппинка. Если посмотреть на победительниц всевозможных мировых конкурсов красоты, легко заметить, что азиатки на подобных мероприятиях чувствуют себя уверенно. И у многих красавиц родители из европейской и азиатской расы. Азиатки, блондинки и брюнетки. Лично мне азиатки нравятся. Я вообще не представляю, что в голове у тех, кому они не нравятся. Но брать мои вкусы в качестве эталонных, хотите берите или не берите, это ваше дело и ваш выбор. Ведь у каждого свои предпочтения. Мы любим за то, чтобы люди имели смелость иметь свое мнение. Но вот вам аналогия. Какие девушки более красивые, брюнетки или блондинки? Нет, это другое. У меня есть знакомый, который прется с мулаток. Ну, нравится ему такой типаж. Но тоже экзотика, да. Кстати, экзотика сама по себе привлекает. Необычно уже может быть красиво. Потому важно только то, что нравится именно тебе. Слушай свое сердце и наслаждайся жизнью. В заключение одна мысль для размышления. В Азии для нескольких миллиардов человек стремление к красоте – один из способов самореализации и важная компонента жизни. И так было на протяжении тысячелетий. Красивые азиатки или нет, реши как-нибудь сам. Но если подавляющее большинство людей своему внешнему виду уделяет много внимания, у кого-то точно будет получаться. И что такое профессионализм? Когда человек учится, пробует снова и снова, учится на своих ошибках. В Азии этому вопросу в течение веков уделяют самое серьезное внимание. Ну то есть выбор всяко есть.